улыбчивого всем настроения. Итак, перед тем, как я начну заниматься съемкой мастер-класса тигренка, я хочу закончить свой один недовяз. У меня уже есть все детальки. Посмотрите. Осталось только собрать и оформить игрушечку. Как вы уже, наверное, догадались, это будет снеговик. Я давно планировала его связать, и наконец-то время пришло. И наконец-то время пришло его собрать, потому что детальки у меня тоже лежат достаточно давно. Но сначала давайте я покажу вам, как он должен выглядеть и кто автор описания. Сама игрушечка должна выглядеть вот так. Она мне давно нравилась. И мастер-класс называется «Снеговик», автор Нина Сухина или Сухина. Этот мастер-класс платный, но я хочу сказать, что он также гуляет в общем доступе в интернете. Ссылочку я не даю по видимым причинам, поэтому я просто хотела сказать, что я его не покупала. Здесь все достаточно хорошо описано. Единственное, мне непонятно, как сзади крепится шарфик. Он не завязывается, возможно, сшивается как снуд, но фотографии сзади игрушечки нет, поэтому нужно будет самой или сшить, или же придумать, как его завязать. Я уже все детальки связала, давайте я вам покажу их поближе. Само тело достаточно большое. Оно мне напоминает тело коровы. Кто помнит, я вязала корову, она была достаточно большая. Это была самая большая игрушка, которую я вязала. Вот тельце где-то примерно такой же величины. Очень большое. Я не очень люблю такие огромные игрушки. Все-таки мне больше нравится средний размер, не большие, не маленькие, но эта игрушечка будет внушительных размеров. Дальше. Есть голова. Вот что меня тоже смущает, что голова по сравнению с самим телом кажется мне маловато. Но, возможно, это первое впечатление, а когда игрушка будет в сборе, будет смотреться хорошо. Так бывает, когда части от игрушки кажутся не совсем пропорциональными, но когда в сборе игрушка, тогда все нормально. Но буду надеяться, что этот вариант развития событий, когда при сборке игрушка будет выглядеть хорошо. Есть носик-морковка маленький, есть ручки. Есть шляпа и есть ножки и есть варежки. Кстати, варежки мне очень понравились. Я их немножечко упростила, и на своем новом канале, где только мастер-классы, я сделала мастер-класс на такие варежки. Соединив их цепочкой из воздушных петель, получился очень миленький новогодний декор на елочку. Поэтому для тех, кто только учится вязать, для тех, кто хочет маленькие простые игрушечки попрактиковаться, переходите, смотрите и вяжите с удовольствием. Здесь очень интересное решение. Варежки не пришиваются, они просто натягиваются на ручку и за счет уплотнения прекрасно держится. Еще я изменила цвет у автора, цвет
варежек, ножек и шарфика светло-светло-желтенький. У меня, к сожалению, именно такого бледно-желтого цвета не было, и я заменила на классический красный. Здесь мне осталось связать только шарфик. Шарфик вяжется спицами, но слава богу, что у автора там только лицевые петли, потому что я спицами могу вязать только или лицевые, или изнаночные. Поэтому я надеюсь, что с шарфиком я справлюсь. Это будет, конечно, долго, но я думаю, что игрушка должна быть такой, как задумал автор, и я хочу именно такую, какую я вижу на картинке у автора. У меня есть спицы, которые, кстати, не мои, я взяла у своей сестры. Она у меня вяжет и спицами, и крючком одинаково хорошо, поэтому взяла попользоваться. Сейчас я буду собирать игрушечку и покажу вам уже готовый результат. Но у меня здесь еще одна проблемка с декором для шапочки. Я купила вот такие ягодки, такие морозные ягодки. Они мне очень понравились, но к этим ягодкам, чтобы сделать украшение для шляпы, сюда еще нужно какое-то дополнение. То ли веточки, то ли листочки, то ли даже не знаю, с чем их скомбинировать. Но это тоже буду в процессе уже додумывать, когда игрушечка будет готовая. Так что встретимся буквально через секундочку. Я уже пришила некоторые детальки, осталась шляпа, ну и, конечно же, не связан еще шарфик. Ножки, ручки пришиты, мордашка оформлена, получилось очень даже неплохо. Снеговик большой, но красивый. Стоит он самостоятельно, устойчиво. И, как я и говорила, когда детальки по отдельности вроде бы не подходящие, но в результате, когда они пришиваются, смотрится это хорошо, чему я очень рада. Итак, дальше у меня шляпа и украшения. Шляпу я не пришивала пока. Думаю сейчас сделать украшение, примерить, пришить, или у меня есть идея, не пришивая, а сделать украшение как брошку. У меня есть основание вот такое для броши, и я сейчас попробую собрать то, как я себе это представляю, сделать маленькую брошку и примерить к шляпе. Если все будет хорошо, то только тогда я пришью шляпку, чтобы все выглядело замечательно и очень красиво. По результату я сделала вот такую маленькую гроздь. К этой гроздочке у меня будет вот такая веточка. И все это я закрою кусочком фетра с красной пряжкой. И попробую все это приклеить к основанию. Что это получится, пока не знаю. Но я думаю, это будет смотреться аккуратней, если бы я это все пришивала бы к шляпе. Но как это получится, неизвестно. Сейчас я достану, найду свой клеевой пистолет и все это соберу.
Итак, немножко повозившись, вот что у меня получилось. Получилась вот такая маленькая, миленькая брошка. Вот так она выглядит сзади. И я думаю, что она будет хорошо смотреться на шляпке. Сейчас ей нужно хорошо просохнуть, потому что здесь я так много клея налила, не пожалела, поэтому ей нужно очень-очень хорошо просохнуть, но предварительно это будет выглядеть где-то вот так. Я думаю, неплохо. Сейчас, пока брошечка будет высыхать, я здесь наведу порядки, все уберу и приступлю к последнему этапчику этой игрушки, самому скучному для меня, это вязание шарфика. И это будет самый долгий процесс в этой игрушке. Все, что у меня получится, я вам обязательно покажу. Я уже начала вязать шарфик, но давайте сначала я покажу вам готовый результат снеговичка. Снеговик получился очень красивый. Брошка смотрится замечательно. Красный цвет башмачков, варежек тоже ему очень идет. Абсолютно не портит. И мне кажется, он смотрится таким действительно новогодним. Классная игрушка, мне нравится, но только она очень большая. Кто любит большие игрушки, для кого большая игрушка не проблема, рекомендую. Снеговик очень-очень классный. Вот так он выглядит сзади. И я приступила к вязанию шарфика. Вот что у меня получилось. Не знаю, буду я вязать этот шарфик неделю, наверное. Так медленно у меня этот процесс идет, ну, потому что я спицами не вяжу. И каждая петелечка у меня провязывается со скоростью сонной черепахи. Не знаю. Получается неплохо, но очень-очень медленно. Шарфика нужно связать 50 сантиметров. 50. Полметра. Я не знаю, когда я его закончу, но когда-то же это случится. Поэтому у меня снеговик полностью готов. Осталось ему только доделать шарфик, это довязать. Поэтому я начинаю снимать тигренка и параллельно буду вязать этот шарфик. И уже, ну, точно не в следующем видео, но в каком-то я вам покажу свой шарфик и своего снеговичка в шарфике. Хотя и так он смотрится красиво, но мне все-таки хочется примерить ему этот шарфик и посмотреть, как он будет смотреться. Но результат мне очень-очень нравится. А вам?